черта? Бомба ее чуть не убила. Сбереги нашу жену. Рик? Нет! Боже мой! Нет! Нет! Здорово! Вот и закончился 7-й сезон Рика и Морти. Ну и финальная серия, которая завершила этот сезон, мне очень сильно понравилась. В этой серии нам наконец-то показали взаимоотношения Рика со своей женой. И хоть его по идее там и не было, а был там только Морти со своим страхом. Все это время страх был моим! А тебя вообще нет в этой дыре, так ведь? Спасибо, что посетил дыру страха, Морти. Твой страх постоянно полагаться на Рика просто объедение. Но так как у него есть все воспоминания Рика, которые он получил в конце 5-го сезона, скорее всего, это и есть поведение Рика со своей женой. Так бы он себя и вел, если бы получил возможность с ней увидеться. Авторы как бы дали нам то, что мы хотели, но не стали ломать прежние устои. Скорее всего, у вас, как и у многих после просмотра серии, останется вопрос, выбрался ли Морти до конца из ямы, или он все еще остался в ней, и все последующие сезоны мы будем видеть, как он сидит в этой яме. Ну а перед тем, как продолжить видео, хотел бы попросить вас вступить в мой телеграм-канал. Там я буду постить новости, опросы и много чего разного. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. И ведь в самом деле непонятно, выбрался он из ямы или нет. Первый раз, когда они были в яме, страх питался ими, и они как бы умирали. Истощаешь все сильнее, понимая, что они все еще в яме. Но уже после того, как они первый раз выбрались из ямы, не было никаких признаков того, что они были в яме. Множество раз вылезая из ямы, они не могли понять, вылезли они до конца или все еще в ней сидят. И вот когда Морти понял, что он все это время был в яме один, он вроде бы выбрался до конца, но вопрос остался открытым. Выбрался ли Морти до конца или остался в яме? Точного ответа нам скорее всего никто не даст. Но могу с уверенностью сказать, что Морти до конца выбрался из ямы, так как оставлять там его на несколько сезонов будет просто бессмысленно. Это разрушит весь мультсериал. Дело в том, что это одна из тех серий, в которых непонятно, выбрался ли главный герой или он там и остался. Но всем зрителям должно быть понятно, что он выбрался, так как все на это намекает. Из похожих серий могу привести серии, где Рик был в своем же разуме в тюрьме межгалактического правительства. Также очень похожая серия, где Рик был в симуляции зигерионцев. Там было что-то противоположное тому, что мы видим в этой серии. Ведь там уже Рик считал, что он находится в симуляции с Морти, а на самом деле его там и не было. Если брать в расчет все эти факты, то скорее всего Морти уже выбрался из дыры, да и тем более она отличается от той, которую он представлял себе в своем воображении. Думаю, у вас не было сомнений на те серии, которые я перечислил до этого. То, что Рик с Морти выбрались из тех симуляций, ни у кого не вызывает сомнения, так что мы просто должны принять тот факт, что Морти выбрался из ямы и не зацикливаться на этом. Несколько серий после 5-й значительно так подпортили мое впечатление об этом мультсериале, но под конец мне поистине стало интересно, чем же продолжится эта история. И когда закончилась последняя серия, я с нетерпением стал ждать продолжения. Хоть и после 7-й серии я сказал, что сериал скатился, и прежнего уровня мы можем больше и не увидеть, но уже последующие серии были такими же интересными, как и в прошлом. Еще бы, я хотел сделать разбор на 9-ю серию 7-го сезона, но в тот момент я сильно заболел и не смог сделать ролик про эту серию. И вот сейчас я уже думаю, что нет смысла делать разбор или же обзор этой серии, так как многим попросту будет уже неинтересно это смотреть, ведь сезон закончился, и постепенно видео по Рику и Морти станут набирать все меньше просмотров до того, как начнет выходить новый сезон. Ну а я напоминаю о своем телеграм-канале, в котором я хотел бы проводить опросы, касающиеся новых видео, если там наберется достаточно людей. Также не забывайте о подписках, хотел бы поскорее набрать 2000 подписчиков. Ну и конечно же лайки, комменты, все такое, а я погнал.